Идея единства с миром также подразумевает разнообразие человека. Человек обладает индивидуальной природой, индивидуальной способностью взаимоотношений с окружающим миром. Если ты стал водой, ты уже не можешь любить кого-то или быть кем-то. Это нейтральное положение. Веды говорят о том, что душа обладает потенциалом расы или глубоким потенциалом индивидуальности. Хотя в целом мы абсолютно не пропагандируем наркотики, но есть здесь и любители таких ощущений покурить. You sell charas? Charas have? Only this. Ну вот видите, это чилимы, которые сделаны, одноразовые трубки, которые покупают садху и курят некоторые из них. Я бы хотел дать комментарий, что далеко не все садху в Индии курят. Это так называемая тамагуна. Тамагуна – это гуна невежества. Поэтому курят те садху, которым нужно как-то компенсировать внешние лишения, страдания. Не забывайте о том, что многие из них живут лишь только подаянием, ходят пешком. Фактически садху можно назвать еще по-русски бомжами без определенного места жительства. Они мигрируют по разным святым местам. И многие из них, они необразованные, простые жители, но тем не менее среди них встречаются особые, трансцендентные, святые личности. Но у всех у них, посмотрите, глаза. Глаза садху – это глаза души. Харибол! Хариха! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Рама! Радhe Кришна! Радhe Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Ну, как у любых гуру, у нас уже появилась целая толпа последователей. Нужно понять, что большинство гуру приезжает сюда на Кумбамилу набирать последователей. Ну и, конечно, мы показались очень крутыми гуру с камерами, говорим чисто по-русски. Поэтому толпа последователей, как видите, да? Но мы отпустим их пока в свободное плавание. Пускай они пока походят по Кумбамиле, а мы пойдем к священному месту омовения. Здесь проходит омовение, садху приехали на тракторах, священных повозках. Мы находимся в самом центре толпы, где голые йоги бегут, размахивают ритуальным оружием. Представители разных духовных школ собираются, чтобы принять омовение
месте слияния 3 священных рек Ганги, Ямуны и Сарасвати, а также устроить большой фестиваль духовности и пообщаться друг с другом. Находимся в самом сердце Праяга. Это место называется Тривени-Сангам, слияние 3 священных рек Ганга, Ямуна, Сарасвати. Именно здесь они образуют уникальное место силы, которое можно ощутить всеми фибрами своей души. Вот с этой стороны течет Ямуна, и вы видите древнюю крепость, а в этом месте находится мост, и начинается большая отмель, которая фактически во время сезона дождей полностью является огромной рекой, огромным слиянием. Но зимой это место пересыхает, и это прекрасная площадка для огромного фестиваля, такого как Кумбамила, который занимает 80 квадратных километров.